виде. Все совершенно верно, Михаил, добрый вечер. Здрасте, Мария и другие слушатели, здрасте. Алло, здравствуйте. 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 Вы меня слышите? Да. Да. У меня такой вопрос. Я хотел спросить, как доводить дела до конца? То есть не только в краткосрочной перспективе, то есть, например, вот расписание на сегодня написал, как бы и выполнил, а на следующий день взял, как бы и не дожал. Ну и в долгосрочной, в плане привычки. Вот ты новую привычку захотел завести, а через 5 дней сдулся, и как бы оно все остановилось. Вот как? Хороший вопрос. Проблема. Рассказываю. У меня на это тоже ушло очень много времени. Потому что я тоже, видимо, как и вы, бросал на полдороги, не доводил до конца. И все это называется словом Мария. Не помните? Прокрастинация, что ли? Вы моя умничка. Именно так это и называется. Прокрастинация. И у меня, кстати, это наследственное. Я помню, у меня мама тоже до последнего все откладывала, а потом по работе сидела ночью в последний день и делала все до утра, хотя у нее был месяц. Как я эту проблему решаю сам и предлагаю решить нашим слушателям? У меня есть первое правило из 6, оно называется «делай то, что хочешь». В этом смысле то, что вы собираетесь делать, я трактую как то, что вы хотите делать. То есть все, что вы себе намечаете, это то, что вы хотите. И в первом правиле есть условие, что вы не можете менять свои желания. То есть вы, например, сегодня захотели завтра пойти в фитнес-клуб, завтра в фитнес-клуб, у вас нет настроения, вы устали после работы, говорит, пойду я, пожалуй, в субботу. Нельзя. Вы скажете, Михаил, но я же не хочу сейчас идти. Я говорю, ну когда же вы собирались-то, вы же хотели. Что произошло? Произошла амбивалентность. То есть, когда у вас разнонаправленные мотивации. Произошла смена настроений. И вот эта проблема психологическая, когда человек передумывает, когда он как весы взвешивает то так, и в результате вообще ничего не делает. Это и есть часть проблемы. И я себя выдрессировал, что если я формально или написал в блокноте, или вслух произнес, что я буду делать то-то, то-то, тогда-то, тогда-то, то я обязан это делать по правилу. Не потому, что так надо, не потому, что это правильно, а потому, что я живу по своим правилам. И вот если вы хотите эту проблему решить, вы должны жестко заставить себя делать все, что вы намечаете. Теперь, чтобы это было реально воплотить, вам надо начать с очень простых вещей. Например, вы говорите, сегодня на ужин я буду пить чай. Совершенно безобидная фигня. Потянете чай? Потянете. Или завтра в 8 часов вечера я пойду в магазин. И вот когда вы начинаете с простых вещей, вы приучаетесь, вы правильно сказали, привычку вырабатываете, доводить свои решения до конца, и дальше переходите на более серьезный уровень, связанный с работой, с перспективой, самореализацией и так далее. Особенно, кстати, очень девочки страдают от того, что они 7-5 с недели, они все еще передумывают. Очень стабилизирует нервную систему и психику вот это правило. Поехали дальше. Вопрос от Натальи. Здравствуйте, Михаил. Я не умею испытывать чувство любви и не умею принимать заботу. Выросла в неблагополучной семье, отец алкоголик, я осталась сиротой, в 15 лет жила одна, без опеки взрослых. Сейчас мне 38, и я живу в деструктивных отношениях. Смирно, партнера вообще не меняет ситуации. Я хочу почувствовать, как это любить и быть любимой, и как принимать заботу о себе, не стараясь в ответ выгнуться еще больше. Моя психика зависима от унижения и отсутствия заботы. Я ищу из-за чего пострадать и испытываю чувство жалости к себе. Как помочь себе научиться принимать любовь и заботу, не подозревая и не чувствуя, что это искренне, то есть не проваливаться в страдания и не думать, что это неискренность? Ну, какой вопрос? Тут нам передачки-то не хватит. Как нашу невесту зовут? Наталья. Наталья, ну вы прям махнули. Этой передачи на 2 мне отвечать придется. Я скажу вам честно, в рамках отведенного мне времени, имея в виду, что тут еще есть много желающих, я постараюсь коротко ответить, хотя бы наметив пути. Первое. Окей, у вас такое было голодное детство, деревянные игрушки, приколоченные к полу, и у вас не выработали это чувство любви. Но вы можете это вырабатывать в себе.
Теперь, каким образом? Во-первых, это напрямую зависит от самооценки. Чем ниже самооценка, тем меньше вы верите в искренность и больше любите страдать. Чем выше самооценка, тем более спокойно вы принимаете любовь и заботу ближних. Во-первых, перестаньте думать о том, искренне или не искренне. Во-вторых, перестаньте себя жалеть вообще. Просто вот так скажите себе, мне себя не жалко. Что вам было легче себя не жалеть, отвечу, почему вам себя не жалко. Потому что вы сами являетесь участником этих отношений. То есть вы должны взять на себя ответственность, что это я живу с этим парнем. И если он делает что-то не так, то я с ним просто расстанусь, а не буду себя жалеть. Потому что я его выбрала, но могла ошибиться. Люди, которые себя жалеют, они типа жертвы обстоятельств. Вы, собственно, об этом и пишете. Я родилась в такой семье, то есть вы этим и живете. Нет, вы родились в такой семье с папой алкоголиком, а сейчас вы взрослый человек, и у вас своя жизнь. Теперь, вы, когда принимаете любовь, внимание, заботу других людей, вы это делаете с удовольствием, ну, если вам это предоставляет удовольствие. Мария, меня слышно, да? Да. А то у меня эхо было, мешало, а сейчас вроде ушло. Вот. Дальше. Когда вы человека делаете, вы формируете у себя чувство любви. Может быть, пусть это будет сначала не человек, хомячок какой-нибудь, какая-нибудь подобранная кошка или собака. Вы начинаете о них заботиться. И эта любовь, собственно, состоит из тех переживаний, которые вы испытываете за близких вам существ. Вот так потихонечку, степ-бай-степ, вы научитесь любить в здоровом смысле, а не в жалостливом. Помните, как это свидание было без любви, разлука будет без печали. А у нас наоборот. Так, тогда принимаем телефонный звонок. Добрый вечер. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос. В всяких умных книгах по психологии написано, что есть такой эффект зеркала, когда я вижу в партнере, меня раздражает или меня радует в партнере именно те качества, которые, в общем-то, присущи мне. Это правильно? То есть я вижу в партнере, если меня в партнере раздражает, не знаю, там жадность, то мне в первую очередь надо сказать, что жадность — это я жадный, поэтому меня это так и раздражает. Вот в этом смысле, да. Давайте, во-первых, скажем, что раздражают негативные качества, а не все качества. То есть нас в себе раздражает, то есть в партнере. Ну да, есть такое дело. Это все. И тогда вопрос такой. Как человек может повысить свою самооценку при том, что у него есть такой эффект желания понравиться другим в разговоре, в выступлении, там, в просьбе, ну, какая-то постоянная оглядка на других. А как я буду выглядеть при этом? Вы знаете, там не просто низкая самооценка, там еще высокий уровень тревоги. Потому что вообще любая попытка залезть в мозг ближнему и увидеть в этом мозге себя и оценить себя глазами другого человека, это и низкая самооценка, и высокая тревога. Во-первых, надо перестать задавать вопросы человеку по поводу себя самого. Как я выгляжу, как я сделал, как я работаю, как я одет, ну все что угодно. Не спрашивать. Далее, пытаться донести то, что вы хотите, информацию буквально. Я обычно привожу в пример, вы меня слышите, да? Да, спасибо, слышу. Такой был фильм «Начало» с Инной Чуриковой. У меня любимый пример, вот на вашу тему как раз. Это про девочку из деревни. В деревне приезжает съемочная группа, которая снимает кино про Жанну д'Арк. И вдруг ее берут играть Жанну д'Арк. Она обычная деревенская девчонка. И в какой-то момент она не может на камеру говорить монолог, потому что, как она сказала, ей мешают руки. Подходит режиссер, говорит, какая тебе рука мешает? И начинает руку отпиливать. Она начинает орать, все, мне ничего не мешает, и спокойно говорит. Это история о том, что героиня Чуриковой не думает о том, что она должна сказать. Она думает о том, как она выглядит. Вот как у нее руки лежат, как она на камеру. Тут о чем вы говорите? Вот вы должны не думать о том, какое мнение о вас, а что вы хотите сказать. Вот я читаю лекции. Я их читал
в офлайне, теперь я их в онлайне читал. Я думаю, вот мне вопрос задают, я на него отвечаю. Я не думаю о том, как я говорю, какая у меня стрижка, рубашка. Я думаю о том, что я хочу донести. То есть надо переключить внимание как бы изнутри внаружи человеку, с которым вы общаетесь. И все у вас будет хорошо. Но это такая вещь, которой надо упражняться, что ли, тренироваться. Поехали дальше. Вопрос от Юлии из Омска. Почему, как только мужчина начинает мне помогать, например, что-то по дому, какой-то мелкий ремонт, передвинуть что-то тяжелое, собрать купленную мебель, он меня перестает интересовать в сексуальном плане? Я очень самостоятельная и сама себя и свою дочь полностью содержу. Возможно, я очень властная и своенравная. Но что происходит? Как только мужчина начинает помогать, я теряю к нему сексуальный интерес. Ну, тут может быть две версии. Первая версия, кажется вам, что он вас начинает контролировать, и вы этого не любите. И второе, что он как бы намекает на совсем другие отношения. На семью, говоря по-русски, а вы этого не хотите, вас только этот секс интересует. Кстати, я вспомнил, когда я был совсем юный, у меня была девушка... Вы тоже Люба, собирали шкаф, Михаил? Нет, у меня была девушка Люба. Мы с ней прекрасно проводили время. Говорят, что у хиппи 60-х, вот как они занимались сексом, это называлось секс без чувства вины. Вот. Короче говоря, я однажды прихожу к ней в гости, и что я вижу? Я вижу две вещи. Я вижу, что в кастрюле варится курица, а в коридоре стоят новые мужские тапки. Это была моя последняя встреча с Любой, прямо как у нашей героини. Я, видимо, тоже испугался, что придется с чувством вины теперь сексом заниматься. Испугались, что придется есть курицу после секса, Михаил. Надев, да. И вот эти тапки, и это все пахнет такой семьей и всем остальным. И я соскочил. Так что вот это оно, я думаю. Поехали дальше. Алло, добрый вечер. Здрасте. Вы меня слышите? Да. Меня зовут Анна. У меня такая проблема. Я очень тревожный человек по своей сути. И вот в данном конкретный момент, в последний промежуток времени, тревожность моя проявляется в том, что мы переехали не так давно в новую квартиру, и я слышу все звуки, которые производят соседи. Я невольно к ним прислушиваюсь, и по этому поводу у меня возникла паранойя. То есть вечером я даже боюсь лечь очень рано, постоянно оттягиваю этот момент, чтобы лечь в более позднее время, чтобы уж точно не услышать никакого постороннего шума или звука. И причем, да, и я у меня вопрос, как справиться с этой тревожностью конкретно, причем эта тревожность проявляется именно вот в этих звуках, стуках, которые вокруг происходят, именно в квартире, это в моей квартире. Не где-то на работе, еще где-то. Родственник, потому что у меня раньше была проблема только со звуками сверху. Я не переносил, когда соседи надо мной там стучат или разговаривают, у меня тоже крышу сносило от этого. Я решил проблему, я переехал в квартиру, которая на последнем этаже. Но сбоку соседи, да. У вас тоже последний этаж? Нет, у меня в моей голове такое же решение, если я планирую, но прямо сейчас это сделать не могу, потребуется какое-то время для этого. Но наша задача понять вот что. Вас не звуки волнуют. У вас, к сожалению, как у меня, сбой психики под названием тревожность. Что дальше происходит? Ведь не все люди тревожатся из-за звуков. У каждого человека мозг предлагает разместить тревогу в совершенно разных местах. Вот у нас с вами, например, в звуках, да? Хотя я от этого уже практически избавился. Надеюсь, что и вы избавитесь. Как я от этого избавился? Я поменял вот эти нейронные связи. Если вы читали мои лекции или книгу и слышали все это. То есть специальными упражнениями, вы можете, их в интернете полно, в открытом доступе, вот эти 6 правил. Слышали про них? Да, конечно. Они действительно избавляют от тревоги за счет того, что люди не живут, как правило, по этим правилам, и когда они начинают по ним жить, у них начинают ломаться привычные вот эти вот нейронные связи невротического характера. То есть вы должны понимать, что дело не в звуках, просто ваша психика реагирует на звуки, а в принципе вы тревожные. Более того скажу, вы когда со мной разговариваете, я слышу вашу тревожность, вы напряженно разговариваете. Напряженно и отрывисто, понимаете?
То есть вы Да. даже сейчас волнуетесь. И Да, дело это не правда. совсем в звуках. Да, поэтому вам надо решить проблему полностью. Самый тяжелый случай, если мы так не сможем, то это медикаментозно. Это надо идти к психиатру, надо говорить, что я не справляюсь с эмоциями, я начинаю нервничать по каким-то малозначительным звукам там из-за стены, не могу заснуть и так далее, и тогда вы будете пить противотревожные препараты. Но я бы попробовал сначала без таблеток. Тем более тревожные люди, они еще и таблеток боятся. Вы боитесь таблеток? Нет, не боюсь. О, видите, вы не такая тревожная, я смотрю. Так что давайте попробуем. Вот, я сейчас не буду тратить время пересказывать вам эти 6 правил, хотя бы 1, 2, 3, 6. Они полегче, Хорошо. чем 5 и 4. И если вы будете добросовестно по ним работать, недели через 2 вас начнет реально отпускать. То есть вот у меня есть товарищ, который въехал в дом, который только что построили. То есть это не просто звуки, а это дрель и молоток 24 часа в сутки. Он спит как убитый. Я говорю, как ты можешь спать? У меня, когда люди телевизор включают за стеной, у меня крыша слетает. Он говорит, я вообще не слышу. Он не глухой, говорит, я не замечаю эти звуки. А там ремонт делают. Это вам не поговорил кто-то громко из соседей. Там все гораздо хуже. Так что можно иметь такую психику, которая совершенно индифферентна к этим звукам. Я вам желаю успеха. Дмитрий из Нижнего Новгорода. Добрый вечер, Михаил. Как соскочить, чтобы не обидеть девушку? Она человек очень хороший, но чувства прошли. Сказать, что прямо правду сказать, что чувства прошли, и вы хотите расстаться. И если вам хочется девушке приятное сказать, скажите, что она достойна, чтобы у нее были отношения с человеком, который ее любит. Потому что многие говорят, как в рассказе Куприна «Хочу белого пуделя», и человеку надо объяснить, что зря он хочет белого пуделя, потому что этот белый пудель не любит его, а ему надо такого белого пуделя, который будет его любить. Поэтому многие люди зацикливаются на человеке из-за его недоступности. То есть это вопрос уже не любви, а самолюбия. И вот поэтому так происходит. Поэтому девушке надо сказать, ты тоже достойна, чтобы тебя любили. А я тебя не люблю. Какой смысл со мной дальше тратить время? Мария. Да, я просто немножко зависла. Я бы сказала Дмитрию, но вы все-таки, Дмитрий, опишите, что она хорошая. Мне кажется, вот здесь не должно остаться вот этого осадка, что вы уходите, потому что она какой-то не очень хороший человек. Вот это любимое дело. Да, вот мне кажется, здесь, да, не стоит травмировать вот это, понимаете? Что значит девчонка подключилась к разговору? Все совершенно пошло по-другому. Так. Совсем прямо. Я такого даже не додумался бы. Спасибо, Мария. Пожалуйста. Добрый вечер. Алло, это я? Алло, да, это вы. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Мария. Я очень волнуюсь. У меня назрел очень личный вопрос. Значит, меня зовут Мария. Я познакомилась с мужчиной, 2 года мы вместе. У нас все прекрасно было, да? Да, вот с момента... Значит, предисловие. Когда мы познакомились, он мне рассказывал, что с бывшей женой у них секса не было около 10 лет. Объяснял это тем, что она охладели отношения, что она потеряла форму. И, в общем, год у нас было все прекрасно, а 2-й год получается, что возникают проблемы, просто ему не хочется. Объясняется это тем, что он встает на работе, что работы больше стало. И вот у нас состоялся разговор после, можно сказать, 2-месячного перерыва. И он сказал, что мне нужно привыкнуть к такой жизни, что у меня было, как я своими словами говорю, было девушек много, а теперь ты одна. Я хочу понять, мне как-то с этим работать, отправлять к психологу, или это просто, неисправимая ситуация. Подскажите, пожалуйста, что делать? Борис, скажите вы мне, пожалуйста, прежде чем ответить на вопрос, у меня к вам тоже будут вопросы. Вопрос первый. Что вы будете делать, если он ничего не будет делать? Меня это не будет устраивать.
Я, наверное, буду выводить на какие-то разговоры. Чего? Ну, буду затевать разговоры, что нужно что-то делать, что ты мне можешь объяснить. То есть вы из тех женщин, которые любят мозг выносить, что ли? По-видимому, да. А можно попроще? Вот такая ситуация. Вы ему говорите: слушай, у тебя реально проблемы. Я считаю, тебе нужно пойти к сексологу, например, да? Угу. Потому что устаю на работе. Это классика для людей, у которых пониженная либидо, говоря по-русски, и эректильная дисфункция, как ее вежливо называют сексологи, сексопатологи. Вот. На самом деле проблема с пониженным либидо может быть разная. Это может быть вопросы здоровья, гормонов, сосудов, сахара, ожирения и так дальше. Мы не знаем. Ни я, ни мы не врачи, но он может проконсультироваться у врачей. Вы ему все это рассказываете. Мария, не разговоры, а один раз ему это все говорите. И видите, что реакция 0. Ваши действия. Нет, просто по прошлому опыту я понимаю, что жить еще 10 лет и тянуть эту ситуацию, но не эту, а другую, я не буду. Значит, это просто не мой мужчина. Но я просто хочу добавить, что у него с либидо все прекрасно. То есть с разными женщинами у него все замечательно, у нас было все замечательно. То есть, видимо, я ему, может, поднадоела, так как у него, может быть, желание возникает разных женщин, возникает желание с разными женщинами заниматься периодически. Но вы согласны, что это не ваша проблема, правда? Сначала я думала, что моя проблема. Думаю, может быть, я изменилась как-то, к себе стала придираться, потом поняла, что нет, это не во мне проблема, это в нем проблема. Вот, поэтому я думаю, вы должны себе сказать, что вы будете делать. Вы, правда, на вопрос не отвечаете прямо, но все равно. Мы друг друга поняли. А что вы меня спрашивали, еще раз спросите? Вот я вас и спрашивала, что мне самой как-то решать или к психологу отправлять. Вы не можете решать, у вас же нормально все. У вас же и либидо в порядке, и голова не болит, правда? Да, согласна. Так вам-то что решать? Вам-то решать нечего, это не ваша проблема. Ваша проблема с мужчиной, а не с сексом. Да. Вот. А вы можете сделать, чтобы это была его проблема. Потому что многие женщины терпят. У меня даже была передача «Кто сколько выдержал без секса в браке». Там тоже, по-моему, 10-12 лет был рекорд. Вопрос такой, Михаил. От Ольги 28 лет. Каждый раз, когда я с кем-нибудь спорю, отстаиваю свое мнение или происходит накал эмоций, я начинаю плакать. Плакать я не хочу, но слезы льются сами. Естественно, собеседник теряется, и я тоже. Это мешает мне и в работе, и в отношениях с мужем. Как научиться контролировать свои чувства и не плакать во время конфликта? Ну, как зовут нашу Ольга. следующую девушку? Оля. Значит, Оля имеет такую нервную систему, что она чуть что в слезы попадает. Вот такой у человека, такая конституция эмоциональная. Окей. В чем суть проблемы? Не в этом, а в том, что Оля спор воспринимает как что-то личное. Как то, что она не просто какую-то тему обсуждает, и они спорят, а как то, что это как бы на нее наезжают как на человека. И именно вот это чувство обиды и заставляет Олю так переживать и плакать. Оле надо отделить спор, в какой цвет будем красить стены, или какие обойчики в детскую повесить. Никто не пытается Олю унизить этим разговором. Это просто технический или эстетический вопрос. Я тоже грешил такими проблемами. Я помню, как мы сидели в ресторане, я был с ребенком, официант долго не подходил, я начал орать, и ребенок сказал: папа, ты что думаешь, он нарочно к тебе не подходит? Он вообще так работает. В его действиях нет ничего личного. Вот. То есть многие люди воспринимают какие-то вещи дискомфортные как личную обиду, как унижение. И это вызывает у них вот чувство обиды, собственно, и унижения. И для того, чтобы от этого отойти, надо понять, что в спорах или в каких-то других ситуациях нету личного аспекта. Это просто люди себя так ведут, так работают. У них такое отношение, я не знаю, там, к клиентам. Вы сдали в химчистку пальто
пятном, вам вернули с пятном. Вас унизить не хотят. Просто хреновая химчистка. Вот что я пытаюсь донести. Поехали дальше. Добрый вечер. Вы Алло. в прямом эфире говорите. Здравствуйте, я говорю, да? Здравствуйте. Да. Меня зовут Светлана, мне 50 лет. Вот, и я хочу вот такой вопрос. Значит, последние 1,5 года мои планы, которые я, вот строила, они не осуществлялись. То есть каждый раз разочарование. И вот сейчас я пришла к такому состоянию. У меня еще такое обстоятельство, что мама моя болеет. Я ее взяла к себе, а у нее деменция, и, иногда тяжело, и она устраивает скандалы, и, то есть я ее хотела бы вообще-то, куда-то пристроить, может, в дом престарелых, но мне совесть не позволяет. Вот, и, то есть мучает это меня, то есть, с одной стороны, когда я разозлюсь, я думаю, да, все, хватит, а потом отхожу, и все вроде как и неплохо. Вот, и я очень чувствую себя жертвой. Вот хотела спросить, что есть ли какие-то такие, может, упражнения там или что-то такое, чтобы, не чувствовать вот этого вот. А вы не можете себя не чувствовать жертвой, потому что вы хотите маму отправить, хотите, а не отправляете за чувство вины. Я понятно объясняю, или не очень? Да. Я абсолютно понимаю, что это чувство вины. Есть здоровый вариант. Есть вариант здоровый. Когда человек не хочет отправить маму, человек живет с мамой, у мамы деменция, это действительно бывает невыносимо, я вас понимаю, но человек живет, потому что он так хочет жить. Он, как сказать, у него такая психология, что ему нравится ухаживать за мамой. Реально нравится. Это сейчас странно слышать, но поверьте, такие люди бывают. Дальше есть люди, которые не хотят страдать и хотят отправить маму в дом для престарелых, и они ее туда отправляют. А у вас получается внутренний конфликт. Вы хотите отправить, но не отправляете. То есть вы не делаете то, что вы не хотите. Из-за этого вы страдаете. Как все люди, которые идут наперекор своим желаниям. Вы меня понимаете? Да, то есть я понимаю, что я хочу, но в то же время как-то и не хочу, получается. Нет, хотите. Нет, страх. Вас заставляет мамой заниматься страх. Рассказать, какой страх? Страх ее смерти, из-за которой вы будете всю жизнь себя чувствовать виноватой. Это единственная причина, по которой вы этого не делаете. Если бы вы узнали, что вы умрете раньше мамы, вы давно бы ее сдали. Я понятно объясняю? Вообще, конечно, да, если бы я знала, что... Я иногда думаю об этом, что, возможно, она меня переживет еще. Вот. Да, деменция, она к смерти не имеет отношения, она к слабоумию имеет отношение. Так вот, что я хочу сказать. Наверное, есть компромиссный вариант. Например, вы можете нанять сиделку и идти гулять, если вы не хотите маму в дом для престарелых сдавать. У мамы есть свое жилье, откуда вы ее взяли? Нет, именно, что я сделала ошибку, я жилье ее продала. То есть, ошибка. Сейчас я об этом очень жалею. Надо было, конечно, ее оставить было. Именно. И взять ей это самое сиделку какую-нибудь, медсестру и все. Вы сейчас можете это сделать. Но вы мне задали вопрос другой. Почему и как от этого избавиться? Объясняю. Потому что вы с мамой живете из-за чувства вины, а не из желания с ней жить. И поэтому вас это угнетает. Это я понимаю, да. И всех людей, которые делают что-то из-под палки, они все время несчастливы, потому что это не то, что они хотят делать, но чувство страха заставляет их это делать. Это классическая невротическая схема. А что с этим можно сделать? То есть вы стали сиделку нанять? Делать, как вы хотите, вот и все. Я боюсь, что потом меня просто замучит совесть. Конечно. А то, что вы называете словом «совесть», это очень низкая самооценка, это вы плохой человек, это и есть совесть. Вы себя не любите, вы бедную родную мать сплавили в дом для престарелых и так далее. Такие мысли. Да, вот в чем дело. Поэтому люди, свободные от неврозов, они живут как хотят. Если они маму помещают в дом для престарелых, они потом не мучаются. Если они живут с мамой, то они хотят жить с мамой, и так далее. А тут как раз налицо конфликт между желаниями и страхом. Кстати, я вам хочу сказать, в России это в России не очень распространено. Во всем мире очень распространено очень дорогие дома престарелых, которые на самом деле похожи на 5-звездочный отель.
где у каждого человека своя комната, даже не комната, может, даже квартира, но как бы однокомнатная. Вот, где они ездят там на экскурсии, гуляют, у них есть люди, которые о них заботятся, и плюс 24 часа в сутки медицинское обслуживание. Это может стоить дорого. Я думаю, в России это тоже есть, если у вас есть на это возможность материальная. Вот. Поехали дальше. Вопрос от Виктории. Подскажите, как научиться жить моментом? Я поймала себя на мысли, что моментом не живу. Когда не было работы, жалела о том, что ее нет. Сейчас работа есть, но сожалею о том, что не хватает времени на свои дела. Жила с парнем, сожалела о нехватке времени наедине с собой и своими делами. Сейчас он в командировке, сожалею о том, что он где-то далеко, а не здесь. Как жить настоящим моментом? Как говорится, что такое не везет, и как с этим бороться? Для того, чтобы жить настоящим моментом, надо избавиться от тревожности, потому что люди в тревоге живут тревогой, а не реальностью. А так как, так сказать, при тревожности немотивированной нету реальных причин. И человек начинает переживать из-за того, что все время как бы не тот сценарий складывается, который человек хочет. Люди, которые живут сегодняшним днем, или как наша героиня пишет, моментом, это спокойные люди со счастливой психикой, которым нравится то, что у них есть. Вот довольствоваться и радоваться тому, что у вас есть, это то, что у вас нет. Вам надо научиться как раз этому, что та жизнь, которая у вас есть, так как вы взяли на себя ответственность, что вы ее построили именно так, как вы ее построили, и вы ей, собственно, радуетесь, как любой человек радуется тому, что он делает, так, как он хочет. А люди с неврозом, они обычно объясняют все обстоятельствами. Что это не та жизнь, которую я хотел, не та работа, не тот парень, не та командировка и так далее. Вам надо принять свою жизнь и принять на себя ответственность за нее. И вас начнет отпускать. Говорите, Добрый пожалуйста. вечер. Да. Да, здравствуйте. Да, Михаил, есть у вас такой 4-й и 5-й принцип. 4-й — не отвечать, когда они спрашивают. 5-й — отвечать только на вопрос. Да. На вашем сайте. Прокомментируйте подробнее. Не очень понятно, что значит не отвечать, когда не спрашивают. Но очевидно, если человека не спрашивают, он не будет отвечать. Да ладно. Хотите, я вам пример приведу? Как, Пожалуйста. Сергей. Сергей, мы сидим с вами вдвоем в комнате. Я говорю: Сергей, какая сегодня погода дождливая? И вы промолчите, правда? Ну да, вы просто утверждаете относительно погоды ваше мнение. Понятно. Сергей, даже если вы будете знать об этом правиле, люди обычно больше 30 секунд не выдерживают дискомфорта. И когда ваши близкие, я не знаю, родственники говорят: Сергей, я так устал, прям сил больше нету. И вы смотрят вам в глаза, то Сергей, как памятник, стоит и молчит, тоже глядя в глаза, да? Вот такой же? Нет, нет, если мне жена говорит, что очевидно, понятно, я спрошу, что помочь, может быть, я ужин сегодня приготовлю. То есть Сергей теперь понимает, как это в реальной жизни происходит. Когда человека не спрашивает, но манипулятивно вынуждает на какую-то реакцию. Это манипуляция, кстати, в 90% случаев. Особенно фраза «как я устала». Которая требует, что случилось, требует внимания, заботы, поэтому человек так и формулирует проблему. Давайте я объясню, что такое 4-е и 5-е правила. Я его предлагаю для людей, у которых очень тяжелый уровень тревожности. Не обычный такой легкий, а прямо тяжелый невроз. Они прямо как сказала наша слушательница, прямо до паранойи доходят. 4-е правило очень помогает усилить свою психику. То есть, когда вы находитесь в таком положении, что вы сидите рядом или стоите, близко находитесь с человеком, никуда вы не можете даже, выбежать, и он вам говорит, глядя в глаза, что сегодня солнце и, наконец, стало тепло. И вы не можете ничего на это ответить, и вы молчите. И у вас начинается жуткий дискомфорт. Вы начинаете очень волноваться, дергаться, нервничать. Но задача пережить это состояние и укрепить свою психику, чтобы она у вас была крепче и стрессоустойчивее.
Там есть исключения. Исключениями являются слова «здравствуй», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», ну и производные от них, потому что они во всех языках употребляются без вопроса. Есть директивная форма обращения, где вопроса нет, но предполагается ответ «да» или «нет». Например, «пошли в кино» — это не вопрос, а «сядь» — это не вопрос, но предполагается там «пойду, не пойду», «сяду, не сяду» и так далее. Смысл этого метода и этого правила в том, чтобы вы научились переживать дискомфорт и стресс и укреплять свою психику и нервную систему, если коротко. Теперь 5 правило. Отвечать только на вопрос. Вы приходите на работу с опозданием, и шеф спрашивает: а ты почему опоздал? Люди с низкой самооценкой, тревогой и неуверенностью говорят следующее. Ой, вы знаете, у меня вчера гости были, у меня был день рождения, и они очень поздно ушли, я не выспался и с утра проспал. Но я спрашиваю, а что, шеф спрашивает, кто у тебя был? Что ты поздно лег, он тебя спрашивает? Я спрашиваю, что ты проспал? Почему ты опоздал? Правильный ответ: проспал. Например, вы говорите: не, ну так невежливо отвечать. Ну пусть шеф дальше спрашивает: почему проспал? Поздно лег. Почему поздно лег? Были гости. А гости у тебя откуда? Был день рождения. То есть вы должны научиться отвечать на вопрос: где здесь, почему, потому. Потому что любое объяснение, больше, чем вас спрашивают, по сути, является оправданием. И чтобы перестать оправдываться, а многие люди страдают от этой проблемы, есть 5 правило: отвечать только на вопрос. Вы меня поняли? Спасибо, очень понятно. На здоровье. Поехали дальше. Так, вопрос от Елены, 33 года. Моему сыну 6,5 лет, и он не любит все новое. Это касается многих вещей. Например, он не любит пробовать новую еду в гостях или дома. Еда может быть простой, но по виду для него новой, и он есть не будет. Раньше такая же история была с одеждой. Или, например, пришли в бассейн. Я знакомлю его с тренером, все прекрасно, он дружелюбный. Как только пришло время первого занятия, он кричит: не пойду на весь бассейн. Так же было и с первым занятием по танцам. Но в итоге танцы ему понравились. Сейчас боится пробовать ролики, скейтборды и прочее. Скажите, как помочь ребенку справиться с этим страхом, или у нас просто такой ребенок-консерватор? Вот я хотел сказать слово «юный консерватор», да, так как написано. Нет, это вполне вероятно, что это страх. И консерватизм, собственно, от страха и проистекает. И помочь — это вместе с ребенком что-то делать. Например, вы его привели в бассейн, вы разделись, и вместе с ним пошли в бассейн. Он видит маму и занимается с тренером. И это касается еды. Вы едите, и ребенок ложку да попробует, потому что дети все копируют родителей. Ну, вот таким образом, вместе поддерживая. И добрый вечер, у нас на линии слушатель. Алло. Алло, здравствуйте, меня зовут Роман, я из Саратова. Я в эфире? В эфире. Да. Наконец-то позвонился. У меня, здравствуйте, Мария, здравствуйте, Михаил. У меня такой вопрос. У меня есть проблема с моей матерью, как у многих других. Суть проблемы заключается в том, что у нее большая проблема с накопительством. Она пожилая женщина, ей 70 лет. Вот, я имею очень большое желание обеспечить ей достойную старость, сделать ей хороший ремонт, хорошую мебель, создать уют. Вот, но я, к сожалению, просто физически не могу этого сделать. Если я делаю какую-то мебель, она оставляет старую. Вся квартира забита хламом, делать ремонт это и есть деменция. Невозможно. Вот, я перепробовал все, и разговоры, и примеры приводил, как она вздыхала, там есть одноклассник, что у них там ремонт, что такое. Роман. Вот. Да. Роман, у вашей мамы деменция, не надо ее уговаривать. Это заболевание. А что же мне делать? Ничего не делать. А надо что-то делать? Ну, я хочу заботиться о ней, я знаю, что я могу это сделать, но, к сожалению, у мамы, скорее всего, деменция. Мы только что про деменцию говорили, если вы слышали нашу программу раньше. Это, к сожалению, так выражается. 50 минут пытался дозвониться и, к сожалению, не мог слушать эфир. Но я просто вам рассказываю. Деменция – это как старческое слабоумие. Маме 77, она как бы человек не очень старый, но тем не менее у нее, видимо, это есть.
вам лучше всего поговорить с врачом-геронтологом. Есть врач, который называется геронтолог. И сказать то, что вы мне рассказываете, геронтолог, что вот мама хлам собирает, у нее все старое, она боится там потратить деньги и так далее. И, скорее всего, врач скажет, что это есть деменция. Или мама у вас всегда такая была? И в молодости тоже так же себя вела? Нет, она на все мои вопросы, у нее стандартный ответ, что вся ее жизнь прошла в детстве и жизнь в СССР прошла в нищете, и что сейчас она хотя бы хочет себя окружить всеми этим хламом, который, по ее словам, ей исключительно нужен, вот прям нужно. Хорошо, а 20 лет назад мама себя так же вела? Ну, 20 лет назад еще такого... 90-е были, и такого количества хлама просто было не достать. Ну, то есть она всегда вот интересовалась хламом, или только вот после 70 у нее это началось? Ну, когда, как же ответить-то? Когда появилась возможность этот хлам тащить с улиц. От других людей забирать. Я думаю, что это какие-то нездоровые проявления, но вам лучше поговорить не со мной, а с врачом-геронтологом. Геронтологи лучше в этом понимают. Мария. Спасибо, Роман. Ну вот вопрос от Софии, 38 лет. Муж на протяжении 4 лет пытается внушить, что ничего моего в доме нет. Дом его выплачивает ипотеку. Выходила замуж по любви, и муж очень сильно меня добивался, обещал золотые горы. Детей нет, он не хочет. Софии 38 лет. Я ничего от него не требую, забочусь о нем больше, чем о себе, но он не верит женщинам. Пренебрежительно отзывается о женском поле и людях вообще. Постоянно устраивает эмоциональные качели, как мне себя сохранить, что слушать, что читать, как успокоить супруга. На ровном месте он устраивает скандал и грозится поменять замки в квартире и мои вещи отправить по месту прописки к маме. Мне нравится там. Доктор меня убивает. Какую книжку мне прочитать в это время? Чтобы успокоить человека. Чтобы успокоиться, который меня убивает. Что именно вы посоветуете послушать? Как зовут нашу бедную женщину? София, и у нас есть минуточка. София, дорогая, вы, по-моему, не тот вопрос задаете. Какая разница, что читать? Я понимаю, вам с мужем плохо. И если он вас долго добивался, понятно, что вы долго не хотели. Зачем вы замуж выйти за нее, тоже не очень понятно. Ну, а теперь расхлебываете всю эту историю. Видимо, вы не зря не хотели, вас добивался. Что вам делать, это вы сами решаете. Потому что психологам не разрешают советы давать. А то скажут, Михаил какой-то популист прямо, а не психолог. Всем советы какие-то дает. Поэтому я не хочу отвечать на этот вопрос. Что я бы делал, я знаю. А что вам делать, это вы решаете. А книжки здесь какие читать? О чем книжки читать? Еще вопрос понятен. Друзья мои, что я могу сказать? Во-первых, хочу сказать спасибо Марии. 5 секундочек, Михаил, очень быстро. И вам спасибо. Во-вторых, до свидания, до вторника.